Поистине уникальное животное, которое развили невероятные акробатические навыки, чтобы с комфортом жить в царстве ледяных скал. Они забрались выше, чем любое другое крупное животное, но каждое лето эти копытные вынуждены спускаться в долину, где их поджидают вечно голодные хищники. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – удивительные снежные козы. Труднодоступные вершины скалистых гор Америки – не лучшее место для жизни. Низкие температуры, сильные ветра и скудная растительность – основные причины, по которым здесь очень мало животных, но снежные козы – настоящее исключение из правил. Это довольно крупное животное. При длине тела более 1,5 метров, самцы весят свыше 100 килограмм. Несмотря на размеры, эти странники овладели невероятным мастерством скалолазания. Острые раздвоенные копыта позволяют зацепиться за малейший выступ в скале, а сильные ноги помогают взбираться по каменистым склонам с уклоном более 60 градусов. И все это на высоте до 4000 метров. Внешняя сторона копыт очень жесткая, что обеспечивает превосходную устойчивость. Внутри же находится мягкое основание, которое проглатывает вездесущие неровности. Арсенал альпиниста и длинная белоснежная шерсть позволяют животным встречать морозную зиму прямо на отвесных скалах, где они довольствуются ничтожными запасами, находящимися под толщей снега. Чтобы выжить, копытные вынуждены питаться почти всеми видами растений. Снежные козы круглый год живут выше самых высоких деревьев, и даже невероятно смелые хищники не могут потревожить покой этих отшельников. Однако раз в год они все же спускаются, чтобы посетить солончаки, и такие путешествия могут таить опасности. Например, столкновение с пумой, которая не хуже копытных знает горные тропы, но встречи этих животных настолько редки, что у хищника нет четкой тактики нападения, а чтобы охотиться на превосходных скалолазов, одной лишь смелости недостаточно. Уже через секунду после нападения молодой кот осознает всю нелепость ситуации. Его добыча не собирается убегать, ведь основной козырь снежных коз – балансирование на краю пропасти, и этот самец не только удерживает позицию, но и активно использует острые кинжалообразные рога. Когтистая лапа пумы таит огромную опасность, но помимо теплой шерсти козел защищен невероятно толстой кожей, которую не так просто пробить. Топая копытами, он пытается отогнать хищника, после чего переходит к активной контратаке, загоняя растерянную пуму в самый тесный угол. Козел демонстрирует абсолютное спокойствие, в то время как противник заметно нервничает и ищет выход из ситуации, которым становится безоговорочная капитуляция. Опасность исходит и от бурых медведей. Ведомые голодом, хищники часто совершают отчаянные поступки. Чтобы прокормить детенышей, мать готова к погоне по скалистым склонам. Стадо без труда оставляет медведицу позади, но она не собирается сдаваться. Наконец ей удается подобраться ближе, и козы разделяются, оставляя противнику нелегкий выбор. Похоже, у хищницы нет ни единого шанса, ведь для коз это всего лишь очередная прогулка, а для медведя – изнурительная гонка, которой драгоценные силы быстро подходят к концу. Даже у застигнутого врасплох семейства есть все шансы выжить. Укрывшись на краю пропасти, коза пытается запугать хищника. Для молодого медведя это желанная добыча, но несмотря на огромные когти, его лапы не годятся для покорения склонов. Соблазн велик, однако следующий шаг может стать для косолапого фатальным, поэтому козам остается лишь терпеливо ждать, пока у противника не закончится терпение. Наконец, он понимает, что ожидание не имеет смысла. Если же встреча происходит на равнинах, что случается очень редко, медведь оказывается в своей стихии, и у него появляются шансы настигнуть цель.
Ведь несмотря на размеры, это довольно быстрый охотник, поэтому погоня оканчивается не в пользу копытного. С наступлением брачного сезона самцы начинают выяснять отношения, но в отличие от баранов, прямые столкновения почти исключены, ведь всего один удар острым рогом может нанести серьезные увечья. В конце весны беременные самки временно уходят из стада, чтобы без лишних хлопот родить одного, а иногда двух козлят. В таких условиях уже первые минуты жизни становятся настоящим испытанием, и малышу приходится самостоятельно преодолевать сложнейшие препятствия, чтобы выжить. Однако совсем скоро вместе с матерью он отправится в куда более опасное путешествие. Черные медведи также могут встать на пути копытных, но в отличие от бурых собратьев, они менее опасны. Куда более страшным врагом становится беркут. Скалы создают восходящие потоки, которые идеально подходят для парения, поэтому огромные пернатые хищники также считают это негостеприимное место своим домом. Для охоты на козлят беркут использует проверенную тактику. Совершая внезапный налет, он хватает жертву огромными когтями и сталкивает ее в пропасть. Поэтому мать постоянно начеку. Собственным телом она старается защитить детеныша от атаки с воздуха. Это значительно усложняет задачу охотнику, ведь масса козы доходит до 90 килограмм. Путь к солонцам преграждают не только хищники. После снежной зимы естественные препятствия пополняются полноводными реками, и это становится настоящим испытанием как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Но обратного пути уже нет, и малышам приходится рисковать жизнью, чтобы добраться до противоположного берега. Все это ради драгоценной соли, ведь важнейшие минералы отсутствуют в привычной диете коз, но играют немалую роль в ключевых процессах организма, таких как рост шерсти и рогов. Вдоволь насытившись, спустя несколько дней козы возвращаются в привычное, недосягаемое для большинства места обитания. В целом, хищники не наносят существенный урон популяции, ведь куда больше коз гибнет от схода лавин. Согласно оценкам, в Северной Америке обитает около 100 тысяч снежных коз. Не слишком много, но учитывая высоту обитания, этот вид меньше других зависит от деятельности человека, поэтому за счет труднодоступных районов пока этим уникальным животным ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!